Всем привет! Сегодня опять разбор по просьбе одного из подписчиков. Меня попросили разобрать задачу с финала Уральского турнира 56-го, который проходил в этом году в Кирове на майских праздниках. Задача предлагалась в четвертый день боев в финале в младшей лиге. Кроме того, эта задача предлагалась в 2018 году на Перуанской национальной олимпиаде на уровне 2. Задача номер 1 там была. Давайте разбираться. Условие было следующее. Есть треугольник ABC, у него на сторонах отметили точки D, E и F. Так что DE перпендикулярно AC. Кроме того, угол BFD в 2 раза меньше, чем угол BAC, и верны соотношения между отрезками. Отрезок DC – это сумма отрезков BD и AF, и отрезок AE – это сумма отрезков BD и EC. Ну и вот такое количество больших условий приводит к тому, что на самом деле треугольник должен быть равносторонним. Это требуется доказать. Давайте проверим равносторонность этого треугольника. Сразу скажу, что первое решение, которое я придумал, было не таким изящным, хотя и, в общем, довольно геометричным. Но немножко подумав еще, я придумал рассуждение более простое. Давайте я его расскажу. Заодно расскажу, как до него можно было бы догадаться. Значит, есть два геометрических построения можно сделать. Они оба на самом деле очень естественные. Первое геометрическое построение связано с тем, что вот эти вот отрезки x плюс y и x плюс z, конечно, хочется представить каким-то другим образом, разбить точками на x и z отрезок, и x и y. И в одном случае это очень естественно сделать, просто мы отражаем точку c относительно e. Здесь получается точка, отделяющий отрезок y от AE, остается отрезок x, и заодно образуется равнобедренный треугольник. То есть очень много каких-то дополнительных геометрических соотношений. Ну, давайте это сделаем. Мы отражаем точку c относительно e, получаем точку c', здесь отрезочки x и y, и видим, что отрезок dc' равен x плюс z. Второе геометрическое наблюдение связано с вот этой вот конструкцией угол альфа и угол 2 альфа, примыкающие к одной прямой. Очень часто такая конструкция встречается в задачах, и всегда она связана с тем, что нужно продлить DF до пересечения с AC. Почему это круто? Потому что вот тогда здесь треугольник GAF, который образуется, у него внешний угол равен 2 альфа, и один из внутренних равен альфа. Ну, тогда второй внутренний тоже равен альфа, и треугольник оказывается просто равнобедренным. Еще раз повторюсь, я видел очень много задач, в которых такого сорта дополнительное построение требуется, если есть вот такое соотношение между уголками. Ну и тогда мы получаем, что GA отрезок, он тоже равен Z. И это означает, что GC' равняется C', оба отрезка равны x плюс z. А это означает, что угол FDC' равен альфа. Ну и все, задача почти решена. Мы сразу получили, что DC' параллельно AB, да, внутренний накрест лежащие углы равны. Ну и тогда можем увидеть здесь трапецию AC'DB с равными сторонами по x. Да, это не может быть параллелограмм, потому что эти стороны пересекаются в точке C. Значит, это действительно равнобокая трапеция. Значит, второй угол при основании у нее тоже равен 2 альфа. Кроме того, из параллельности мы можем заметить, что угол DC' тоже равен 2 альфа, естественно. Ну и поскольку треугольник C', равнобедренный, то угол C у него при основании тоже равен 2 альфа. Ну и в результате получили, что все три угла треугольника ABC равны, значит треугольник является равносторонним.